Процессор AMD Ryzen 9 7940HS. Графический процессор AMD Radeon 780M, два места под твердотельный накопитель, место для установки жесткого диска, двухканальная оперативная память, максимальная комплектация с накопителем до 4 терабайт и оперативной памятью DDR5 до 64 гигабайт. Стильный дизайн, крепление на тыльную часть монитора, быстрый и легкий апгрейд, подключение до двух мониторов с разрешением 8К, большое количество портов, отличная система охлаждения, стабильный FPS в играх и, как вы поняли, обо всем этом можно прочесть в рекламе к устройству под названием Morfine M600R9 7940HS. Но как на самом деле дела обстоят у данной модели, сейчас я вам расскажу, тем более мини-компьютеров сейчас как грибов после дождя. Распаковка. Поставляется эта модель в черной коробке из плотного картона, на упаковке есть название и краткие характеристики модели. Коробка пришла слегка помятая, но само устройство при транспортировке никак не пострадало, что радует. Пакинг хороший, все упаковано надежно и запаха химии при распаковке я не почувствовал. В комплекте мы имеем сам мини-ПК, краткое руководство пользователя, блок питания на 19 вольт 6,3 ампера, 119 ватт, кабель питания SATA кабель, простенький, не особо длинный HDMI кабель и крепление с болтами на тыльную часть монитора, за что плюс, так как это удобно. Весит устройство 853 грамма, габариты 146 на 149 на 49 мм. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 7 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Там всегда много всего полезного. Все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме. Перейдем же к мини-ПК. Полетели. Приобрести данный девайс можно только в единой черной расцветке. Дизайн устройства запоминающийся из-за верхней части корпуса, так как она глянцевая с интересным узором. Да и в целом выглядит эта модель привлекательно. Корпус выполнен из металла, материалы отличные, сборка качественная. На столе M600 занимает больше места, чем мини-ПК, который я обозревал ранее. Вообще их было много, посмотрите на канале, надо уже отдельный плейлист делать. Удобно, что его можно закрепить на тыльную часть монитора для экономии места на столе, взять с собой его куда угодно, положив в тот же рюкзак, можно также без проблем. На передней панели расположили кнопку питания, индикатор состояния работы мини-ПК, два USB-A порта версии 3.2, разъем USB версии 4.0, Thunderbolt третьей версии с поддержкой Power Delivery на 120 Вт, а на тыльной части можно обнаружить два USB-A порта версии 2.0, еще два USB-A порта версии 3.2, HDMI версии 2.1, DP версии 1.4, два порта под интернет RG45 2.5G и аудиопорт на 3.5 мм, мини-джек наш. К M600 благодаря такому количеству портов можно подключить одновременно два экрана с разрешением 8К и частотой обновления экрана до 60 Гц и один экран в 4К при 60 Гц также. Для теплоотведения на корпусе расположили отверстия, за которыми находится металлическая сетка. За охлаждение отвечает система, состоящая из одного вентилятора, медных трубок и радиатора. За время стандартного использования шума от мини-ПК практически не слышен, а уже при нагрузках периодически можно услышать, как разгоняется вентилятор. Но постоянного сильного шума от данного агрегата нет, что очень даже хорошо. По нагреву в режиме ожидания температура устройства составляет 38 градусов, во время повседневного использования температура устройства не поднимается выше 43 градусов, а после 1 часа в таких играх, как Counter-Strike 2, Apex и PUBG, нагрев достигает 60 градусов. В основном сильнее всего нагревается правая часть корпуса, где находится сам радиатор. Остальная часть мини-ПК нагревается максимум до 42 градусов. Летим дальше. На выбор есть несколько комплектаций данной модели. Процессор AMD Ryzen 9 7940HS, Ryzen 7 7840HS и Ryzen 7 7735HS. Можно приобрести ПК с оперативной памятью DDR5 на 16, 32 и 64 гигабайта и с накопителем 1 терабайт, 2 и 4 терабайта. PCI 4 RZ608 и на 1, 2, 4 терабайта от Samsung 990 плюс RZ608. Также можно купить пустой без оперативной памяти компьютер и SSD. У меня модель с процессором AMD Ryzen 9 7940HS, 8 ядер, 16 потоков, 16 мегабайт кэш памяти третьего уровня и частота до 5,2 ГГц. Накопитель Micron Crucial
Crucial PCIe версии 3.0 M2 2280 на 512 гигабайт. Говорится, что если накопитель M2 будет PCI версии 3.0, как в моем случае, то будет установлен жесткий диск на 2,5 дюйма, но его нет. Оперативная память 2 плашки по 16 гигабайт, SODIMM, DDR5, 5600 Micron Crucial. Как вы уже поняли, докинуть, увеличить оперативную память можно без проблем, просто заменив плашки. В стоке у меня стоит один твердотельный накопитель. Но еще одно место для установки твердотельного накопителя M2, и плюс еще можно докинуть жесткий диск. Апгрейд можно провести даже в домашних условиях, все болты спокойно откручиваются, крышки снимаются без проблем. Очень важный и огромный плюс данной модели — это как раз возможность апгрейда. За графику отвечает AMD Radeon 780M с базовой частотой 2700 МГц. Установлен чип MediaTek MT7921, отвечающий за поддержку Wi-Fi 6E версии, а Bluetooth на борту версии 5.2. По стабильности связи и скорости вопросов у меня к нему не было. Операционная система в стоке Windows 11. Накатить, разумеется, можно другие операционные системы, никаких проблем с этим нет. Что касается работы самого устройства, стандартные задачи он выполняет хорошо. Система работает довольно быстро, но изредка проскакивают незначительные подвисания. Для работы с текстовыми документами или чем-то подобным, разумеется, его использовать можно без каких-то проблем, как и для серфинга в интернете, просмотра фильмов или роликов на YouTube. В стоке были установлены все необходимые драйвера, лично я ничего дополнительно не скачивал, за что, к слову, отдельный плюс. Но нас больше интересует два момента. Это работа в программе для монтажа, к примеру, возьмем Adobe Premiere Pro 2022, а также как он себя повел в играх и тестах. Для начала я тестировал его как машину для легкого видеомонтажа. 12-минутное видео 4К 60 FPS, без графики он отрендерил за 15 минут. Использовать данный мини-ПК для монтажа можно, ко всему он работает не шумно, даже во время рендеринга. Конечно, более тяжелые проекты он не потянет, к примеру, с графикой, цветокором или чем-то подобным. Либо потянет, и это будет все очень долго, в итоге не проживет он в серьезных нагрузках длительное время. Что касается игр, то в этом плане не все так радужно, к примеру, Apex без сильных лагов, но с просадкой FPS. В него можно играть только на минимальных настройках графики. В любом случае, играть все равно некомфортно из-за подвисаний. В CS2 играть слегка комфортнее, как и в PUBG, но я бы не сказал, что M600 хорошо справляется с данной задачей, не проигрывал он. Во всяком случае, в играх, в которые я играл, на нем он показал себя не с лучшей стороны. Лучше аналог собирать десктоп полноценный за такие деньги, а не надеяться на то, что у мини-ПК случится чудо. Перейдем же к тестам. Geekbench 6 показал Single Core 2484, Multicore 12860, OpenCL Score 32894, Vulkan Score 35490, Cinebench R23, в CPU Multicore 13259, а в CPU Single Core 733. Crystal Disk Mark чтение 2395, запись 1982 мегабайтов в секунду. Минусы: быстро нагревается при нагрузках, маленькая производительность для игр однозначно. И, разумеется, цена не во время распродаж. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал Скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал, там много всего полезного и интересного. Всем огромное спасибо за просмотр, если еще и лайк поставили, и комментарий оставили, и колокольчик, то троекратное вам спасибо. Резюмирую. Morfine M600 R9 7940 HS дорогой мини-ПК, но учитывая, что это не стационар, то показала себя данная модель хорошо. Плюс за корпус, который можно без проблем разобрать для апгрейда, возможность самого апгрейда, наличие большого количества портов, поддержку подключения до 3 мониторов одновременно и хорошее железо. Отменять девайсу максимально скромное да. Еще раз огромное спасибо за просмотр. Добра и удачи вам, дорогие друзья.